Тысячи археологов со всего мира требуют справедливости. Археологи хотят воспользоваться ситуацией в мире и попытаться вернуть древние артефакты в места, где их обнаружили. В этом видео вы узнаете про уникальные находки, которые не остались без нашего внимания. Кроме золотых монет, мы будем изучать и женские трусики. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Следы опиума возрастом 3500 лет. Сенсационное заявление сделали археологи в Израиле. Люди бронзового века, которые проживали в Леванте, принимали психоактивные вещества. В 2017 году во время раскопок в гробницах Тель-Ехуд археологи раскопали глиняную посуду, а вот анализы провели только в этом году. Исследование подобных раскопок очень напоминает судебно-медицинскую экспертизу на месте преступления. Анализ 22 глиняных предметов происходил на оборудовании, которое используют в полиции. Людям, которые принимали опиум в бронзовом веке, даже в голову не пришло бы, что их будут изучать полицейские из 21 века. Анализ газовой хроматографии и масс-спектрометрии, проведенный в рамках исследования, показал, что в 8 сосудах хранились алкалоиды опия, полученные из растения мака. В сосудах был морфинан, который происходит от морфина, а также опиановая кислота и другие соединения в химической сигнатуре опиума. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что древние хананеи были знакомы с психоактивными свойствами мака. Древние египтяне опиум могли использовать для подношения в загробный мир, или жрецы использовали его, чтобы вызвать дух умерших родственников. Еще в 1960-х годах впервые эксперты предположили, что подобные кувшины использовали для изготовления опиума. Их длинные шеи напоминали перевернутую головку мака. Первое письменное упоминание об опиуме было на 3000-летних шумерских глиняных табличках, где лекарство упоминается как гил, что означает счастье. Это далеко не первая находка, подтверждающая, что люди употребляли наркотики в древние времена. Археологи неоднократно находили следы марихуаны, которая, скорее всего, использовалась для религиозных ритуалов. Золотые монеты спрятаны в стене. В стене природного заповедника на голландских высотах археологи обнаружили клад золотых монет. Что уникального в этой находке, спросите вы? А то, что эта территория в ходе шестидневной войны в 1967 году была аннексирована Израилем у Сирии. Эти монеты могут пролить свет на древнее мусульманское завоевание в этом регионе. Было обнаружено 44 монеты из чистого золота. На всех монетах были изображения императоров Фоки и Ираклия. Стена была построена в 635 году нашей эры. В этот год мусульмане взяли эту территорию под свой контроль, хотя ранее тут находилось христианское поселение. Византийская империя, восточная часть Римской империи, фактически была самой продолжительной средневековой империей, просуществовавшей более 1000 лет. Место, где были найдены монеты, известно в христианском мире как Баниас. Оно имело важное значение, потому что якобы именно здесь Иисус сказал Петру: «На этой скале я построю свою церковь». Монеты подтверждают тот факт, что на этой территории происходили многочисленные военные конфликты. Территория была важна как для христиан, иудеев, так и для мусульман. В 410 году нашей эры, после падения Рима и нашествия варваров, Византийская империя начала процветать. Узнать, кем был владелец золотых монет и почему он их спрятал в стене, нам уже вряд ли удастся. Но возможно, нам удастся вернуть историческую справедливость, которой добиваются тысячи археологов по всему миру. Тысячи археологов требуют справедливости. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули с археологами пытаются добиться возвращения розетского камня и 16 других артефактов обратно в Египет. Я их полностью поддерживаю, потому что история древнего Египта должна принадлежать современному Египту. Премьер-министр считает, что артефакты были вывезены из страны незаконным и неэтичным способом. Он создал петицию, которая собрала уже более 2500 подписей. Раньше правительство Египта запрашивало у Великобритании вернуть артефакты на родину, но теперь они уже требуют. Мустафа Мадбули утверждает, что розетский камень и другие артефакты будут репатриированы. Это только вопрос времени. Как видите, даже в мире археологии происходят глобальные события, о которых раньше не могли даже подумать. Розетский камень был обнаружен в 1799 году, через год после вторжения Наполеона в Египет, французским офицером, руководившим раскопками в городе Рашид в дельте Нила.
На камне был текст на 3 разных языках – греческом, дематическом и египетских иероглифах. Этот объект рассматривался как междукультурный ключ перевода, который может дать беспрецедентное понимание древних цивилизаций. Текст петиции выглядит так. Конфискация розетского камня среди прочих артефактов является актом посягательств на египетские культурные ценности и самобытность и является прямым результатом культурного колониального насилия над египетским культурным наследием. Историю нельзя изменить, но ее можно исправить. И хотя политическое, военное и государственное правление Британской империи ушло из Египта много лет назад, культурная колонизация еще не закончилась. Интересно, что Египет не единственная страна, которая требует от Великобритании вернуть свои артефакты. Так Греция требует вернуть на родину мрамор Парфенона, но нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не поддерживает желания археологов со всего мира. Ведь она прекрасно понимает, что популярность британских музеев значительно снизится. А вы задумывались когда-то о том, чтобы правителем государства был человек без лица? И даже такое уже было в нашей истории. Король без лица. Кто бы что ни говорил, но быть королем – работа не из легких. Особенно если ты король Иерусалима, и твою страну постоянно осаждают мусульмане, а твой главный враг – сильнейший правитель тех времен Саладин. А если к этому еще добавить ужасную болезнь проказу, которая не позволяет нормально жить. Это те страдания, с которыми мало кто бы смог справиться. Но герой нашего видео принял все эти вызовы. Современные историки восхищаются его силой воли и преданностью стране. Король без лица, прокаженный король – все это король Балдуин IV. Интересный факт. Ученые наконец-то узнали, какая болезнь была самой первой в истории человечества. Самым древним заболеванием, которое также упоминается в Библии, была проказа. Сейчас ее называют лепрой, и она полностью излечима. Хотя раньше все было по-другому. В один период времени ее считали проклятием за грехи, в другое время – божественной благодатью. Люди болели проказой еще во времена миграции из Африки в Европу. Вернемся к королю. Со своим главным врагом султаном Саладином Балдуину пришлось столкнуться в первый же год правления. 13-летний король успешно атаковал Дамаск, чем вынудил Саладина вылезти из Алеппо. Через 2 года противники столкнулись в боях за Дамаск и Андухар. Армия Саладина превосходила численностью войск Иерусалимского королевства в несколько раз. Кроме того, Балдуин мог держать поводья лошади только одной рукой, но это не помешало королю сокрушительно разбить соперников в 1177 году в битве при Манжизаре. Ошеломленный Саладин в сердцах сказал своим приближенным: «Пока этот мальчишка в Иерусалиме, город не падет». Балдуину на тот момент было всего 16 лет, сопернику пришлось договариваться о мире. В 24 года Балдуин уже не мог ходить без опоры. Из-за неспособности моргать его роговица высохла, и он ослеп. Плюс он пережил очень опасную лихорадку, которая усугубила болезнь. Осознавая приближение смерти, Балдуин назначил своим наследником 6-летнего племянника. На самом деле король Балдуин IV никогда не носил маску, как это показывают в разных фильмах. Да, его лицо действительно было обезображено проказой, но он до последнего дня своей жизни продолжал руководить государством и отбиваться от армии Саладина. Саладин взял город через 2 года после смерти Балдуина. История Иерусалимского королевства закончилась, но не закончилась история Древнего Египта, о чем я вам расскажу дальше. Пещера времен Рамсеса II. Редко бывает, когда археологам удается прикоснуться к местам, которые были не тронуты тысячи лет. На этот раз в национальном парке Пальмахим в Израиле группа исследователей обнаружила древнее захоронение. Экскаватор во время работы обрушил крышу погребальной пещеры, внутри которой нашли десятки артефактов времен фараона Рамсеса II. В последний раз тут были люди 3300 лет назад. Археологи обнаружили десятки фрагментов глиняной и бронзовой посуды, кувшины и миски различных форм. В некоторых сосудах хранились драгоценные вещества. Кроме посуды удалось найти орудия войны в виде копий и наконечников стрел. Все это должно было служить мертвым в загробном мире. По утверждению археологов, такая находка бывает раз в жизни. Это не фильм про Индиана Джонса, это реальная жизнь. Реальная гробница прямиком из древнего мира. Это капсула времени. К этим сосудам и оружиям не прикасалась рука человека более 3300 лет. Обычно с оружием в те времена хоронили воинов. Погребальная камера была вручную вырублена в скале в форме квадрата. Возможно, это было местом захоронения целой семьи или клана. К большому сожалению, сохранность останков была настолько ужасной, что даже извлечь ДНК для анализа у ученых не выйдет. Зато у ученых получится исследовать древнюю косметику и женские трусики, которые обнаружили в Лондоне. Баночка с кремом и поношенные женские трусики.
На площади Табард в Лондоне археологи нашли привлекательный набор артефактов. Баночка с кремом и женские трусики лежали на дне канавы. Казалось бы, ничего необычного, ведь такое могла обронить любая девушка со своей сумочки. Вот только девушка обронила этот набор не вчера, не в прошлом году и даже не 100 лет назад. Этим артефактам более 2000 лет. В 120-150-х годах нашей эры на этом месте был маленький древнеримский городок Лондониум, а сейчас на этом месте огромный современный мегаполис. Археологи сразу же открыли баночку и увидели в ней крем белого цвета с отпечатком пальца, будто этим кремом пользовались еще вчера. Проведя анализ содержимого, удалось выяснить состав. Это был животный жир, крахмал и олово. И никаких там запахов лаванды или шоколада. 2000 лет назад подобный крем использовался в качестве увлажнения кожи лица и рук. Очень интересно, каким брендом косметики пользовалась в то время древнеримская госпожа. А вот вторая находка еще более интересная. Это женские трусики, которые очень похожи на современные бикини или стринги. Неужели больше 2000 лет назад дамы предпочитали такое белье? Нашли этот комплект в 1953 году на дне античного колодца. Как я сказал ранее, возраст их первое столетие нашей эры. Скорее всего, кто-то из вас очень знаком с историей Древнего Рима и прекрасно знает, что в те времена нижнее белье никто не носил. И будет прав. Такое белье использовалось не на каждый день. В нем девушки исполняли различные гимнастические упражнения. Это подтверждает мозаика на вилле Романдо дель Кассале на Сицилии, 4 век нашей эры. Для выполнения сложных акробатических трюков девушкам нужна была хотя бы минимальная одежда. Кроме выступлений, женщины в Древнем Риме использовали такие трусики в особый период, подкладывая внутрь кусочки сложенной ткани или шерсти. Вот еще один пример древнеримской мозаики «Бой гладиаторов» с виллы Боргезе, Рим, 3 век нашей эры. А вы не задумывались, какие звуки были в Риме на поле боя? Звуки римского поля битвы. В древнеримском форте Виндоланда был обнаружен мундштук древнеримского рога. Металлический рожок был музыкальным инструментом, который использовался для передачи приказов войскам во время боя. Не менее 9 римских фортов были построены из дерева или камня в Виндоланде примерно с 85 по 370 год нашей эры. Создав один из самых сложных археологических памятников Британии и уникальное культурное наследие пограничной жизни. Сегодня Виндоланда является активным археологическим памятником, где при раскопках ранее были обнаружены тысячи прекрасно сохранившихся туфель, тканей, деревянных предметов и табличек Виндоланды. Это самые старые сохранившиеся документы Великобритании, датируемые 1 и 2 веками нашей эры. Исследователи раскапывали пол мастерской Адриана, похороненный под остатками с холла офицерского клуба, когда они обнаружили редкие мундштуки из медного сплава, датируемые примерно 120-128 годом нашей эры. Барбара Бирли, куратор Виндоланда Траст, сказала: «Когда вы находите часть музыкального инструмента, это помогает нам составить более точное представление не только о том, как выглядела армия, но и о том, как она звучала. А теперь мы отправимся в Китай и посмотрим, как выглядели погребальные костюмы». Погребальные костюмы династии Хань. В древние времена в Китае высокопоставленных людей хоронили в уникальных костюмах из нефритовых пластин, скрепленных золотой проволокой. Холодные гладкие пластины создавали невероятно красивую мозаику, которая символизировала богатство династии Хань. Подобные погребения, кроме Китая, нигде больше не были замечены. По-китайски они называются пинь-инь, что означает нефритовый костюм. Столетия люди думали, что нефритовые костюмы для погребения – это всего лишь легенда. Люди не могли себе даже представить, что правители в те времена могли быть настолько богатыми, чтобы полностью покрывать свои тела невероятно дорогим нефритом. Но открытие в 1986 году подтвердило, что это никакие не легенды, описанные в старых текстах. Эта находка стала сенсацией не только для Китая, но и для всего мира. Наконец-то археологам удалось подтвердить, что правители династии Хань хоронили в нефритовых костюмах. Династия Хань была чрезвычайно мощной и правила с 206 года до нашей эры по 2020 год нашей эры. Это одна из самых знаковых китайских династий. И сегодня ханьцы остаются основной этнической группой Китая. Гробницы правителя династии Хань изменили представление о китайских погребальных практиках. В 1983 году в Динсянь, провинции Хэбэй, исследователи обнаружили один из самых дорогих нефритовых костюмов в истории, который принадлежал правителю Хуай. Костюм изготовлен из 1203 кусочков нефрита, соединенных золотыми нитями, общий вес которых составляет 2580 грамм. Самый сложный костюм состоял из 2498 кусочков нефрита.
Мозаики на берегу Галилейского моря. И мы снова вернемся в Израиль, где археологи на берегу Галилейского моря обнаружили напольные мозаики. Это указывает на то, что это место в древности было процветающим регионом, заселенным раннехристианскими еврейскими общинами. А позже оно стало важным исламским административным центром. Когда-то это место было важным торговым центром, сосредоточенным вокруг производства сахара. И сын халифа заказал дворец, в который входила одна из первых мечетей, возведенных в районе Палестины. Этот район пострадал от сильного землетрясения около 749 года нашей эры и позже был заброшен. Профессор Кунен и его команда проводят археологические исследования в этом районе в течение последнего десятилетия, начиная с раскопок и реставрационных работ во дворце халифа. Работы были приостановлены на время пандемии, но в этом году команда продолжила раскопки на участке. А я продолжу работу над каналом и буду радовать вас новыми находками археологов и интересными историческими событиями. Оставляйте свои добрые комментарии под видео. Они очень помогают в развитии канала. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока!